Никогда не оставляй стул пустым на ночь. Ты не знаешь, кто решит присесть. Автор истории Like I Did. Люди в моем городе живут во власти суеверий, и на каждую мелочь у нас свое поверье. Я пойму, если вы решите не верить в бабушкины сказки, но здесь выживает лишь тот, кто умеет слушать. Мы довольно суеверны и всегда такими были. Моя мама, папа, бабушка, дедушка и школьные учителя, соседи, тренеры и водители автобусов. Вся наша жизнь строилась согласно множеству традиций, которые на первый взгляд покажутся наивными и старомодными. Но есть простое объяснение, почему мы их придерживаемся. Все здесь живут хорошо и ладно, подчиняясь коллективному разуму, и он никогда не обманывает наши ожидания, пока мы следуем правилам. Конечно, не все из них такие тревожащие, как правило о пустом стуле. В некоторых из них мы видели знаки. Например, если в дом залетела бабочка, это к гостям. Другие передавали уловки, с которыми жизнь может стать чуточку легче. Например, если гости никак не хотят уходить, немного соли, насыпанной в их обувь, сделает свое дело. Ну а некоторые были немного тревожащими. Например, если перегнешься через перила, дьявол схватит тебя и размажет об землю. Подобное ни у кого не возникало желания проверять. Как я уже сказал, у нас было много правил. Фраз, которые, как заведенные, повторяли все вокруг, чтобы никто не позабыл. И чаще всего в своей жизни я слышал правило про стул. Никогда не оставляйте стул в спальне пустым на ночь. Каждый вечер, с тех пор, как я был еще совсем маленьким, папа повторял это как молитву. А чуть позже, когда я уже засыпал, приходила мама, чтобы убедиться, что на стуле у моего рабочего стола, единственном в комнате, лежит рюкзак, кипа книг или хотя бы просто куртка. Когда я стал старше, мне уже не нужно было больше об этом напоминать. Так глубоко эта присказка въелась в мой мозг. Хотя я все еще слышал шаги по ночам. Думаю, мама хотела лишний раз убедиться, что никто не сможет присесть рядом со мной ночью. Пока был младше, я не понимал, почему это было так важно для всех окружающих. Более того, мне виделось простое решение этой бесконечной проблемы – убрать стул из комнаты и дело с концом. Он в любом случае не особо нужен, есть же кровать. Ну, только чтобы делать домашку. Но, к сожалению, убирать стул тоже было нельзя. И, конечно же, для этого тоже была причина. Как я и говорил, суеверие – это наш хлеб с маслом. Как бы сильно не боялись люди нашей общины случайно оставить пустой стул, еще больше их пугало то, что может произойти, если его не будет вообще. Видите ли, если кто-то хочет вас навестить, вы должны оставить для него местечко. Просто вы не хотите, чтобы он оставался без приглашения. Это довольно странная концепция, и я не могу сказать, откуда она пошла. Полагаю, была придумана давным-давно. Видимо, кто-то когда-то убрал стул из спальни, и его постигло ужасное несчастье. Поэтому больше никто не рисковал. И теперь просто оставляли злосчастный стул с кипой хлама поверх. Я никогда всерьез не относился к странным суевериям нашей общины, пока однажды не понял, что может случиться, если не послушаться их. Не существует способа заставить всех членов сообщества беспрекословно подчиняться одним и тем же правилам. Некоторые люди по своей природе не способны идти в общем потоке. А еще есть любители риска, позеры, адреналиновые наркоманы. И вот у вас появляются люди, которые в детстве слушали взрослых вполуха и выросли, не придавая значения замшелым традициям. Особенно если они читают и смотрят всевозможные страшилки и постепенно начинают понимать, что не всегда вещи действительно бывают пугающими только потому, что кто-то так сказал. Полагаю, многие современные дети считают, что все эти присказки – просто уловка родителей, чтобы заставить их содержать комнату в чистоте. И поэтому всегда находились те, кто намеренно оставлял стул или даже несколько в спальне гостеприимно пустым. Они называли это храбростью, мы называем это поучительными историями. Потому что все они пожалели об этом, когда пришел гость. Лучше всего я знаю историю Билли Такера. Билли всегда пренебрегал историями, которые рассказывали старшие, и больше всего на свете любил искушать судьбу. Пока он жил с родителями, те следили, чтобы он был в безопасности, даже против его воли. Но потом он вырос и купил собственный дом по соседству с нами. Он ночевал там самый первый раз и, полагаю, просто забыл о стуле. Ну или хотел посмотреть, что произойдет, игнорируя он правила, которые всю жизнь вбивали ему в голову. Я встретил его на следующий день, когда тот забирал почту.
Он выглядел усталым и встревоженным. Сказал, что ему всю ночь казалось, что в доме кто-то есть. Но это было невозможно. Никто никогда не вламывался в наши дома. Он сказал, что слышал, как кто-то шепнул ему на ухо «Проснись». А когда вскочил и огляделся, не увидел никого и ничего, кроме незнакомого пальто в своем шкафу. «Знаешь, это наверняка была мама. Эта женщина – официальное лицо гиперопеки», – пошутил тогда Билли. Таким был первый день. После этого Билли почти не выходил из дома. Я время от времени замечал, как его родители заходили, чтобы принести еду, но самого его больше не видел. Вероятно, он медленно и неотвратимо сходил с ума. Так продолжалось неделю, пока родители не нашли его повесившимся в шкафу в спальне. Это была ужасная трагедия, не спорю. Но я не мог на полном серьезе связывать ее со стулом. Билли был непростым человеком, это ни для кого не было секретом. Однако верил я в это или нет, не имело никакого значения. Я был во власти коллективного убеждения, независимо от того, боялся я оставить стул пустым или нет. Пока я жил в странной общине со странными правилами, я все равно придерживался бы их, даже просто ради спокойствия моих родителей. И я так и делал, год за годом, пока не уехал оттуда. Жизнь в большом городе не была похожа ни на что. Внезапно мною овладело ощущение свободы, чувство которого я не знал раньше. Сначала оно ошеломило меня. Все эти места, куда можно пойти, вещи, которые можно сделать, и люди, с которыми можно познакомиться. Но со временем я освоился и понял, что это место не по мне. Я завел новых друзей, нашел квартиру-студию и заодно собственную индивидуальность. Но, конечно, присказки, которые я слышал всю свою жизнь, никуда не делись из моей головы. Неважно, насколько далеко я оказался от отчего дома. Думаю, где-то в глубине души я даже считал правдой все эти суеверия, по крайней мере, частично. Но был уверен, что оставил монстров в своей детской спальне и не думал, что они последуют за мной. До той ночи. Я хорошенько напился тогда в пабе с друзьями и вернулся домой очень поздно. Алкоголь давал о себе знать, глаза слепались, и я почти сразу рухнул в кровать. С последним проблеском сознания я услышал, как сумка, по ходу брошенная на стул, соскользнула и шлепнулась на землю. Инстинкт требовал встать и поставить ее обратно, но усталый, опьяненный разум шептал, что все будет хорошо. Следовало прислушаться к инстинкту. Я проснулся от посторонних звуков, как будто кто-то бродил по моей квартире в темноте. Сначала я почти не обратил внимания на шаги. В полусне совсем забыл, что теперь живу один. А когда пришло осознание, мои глаза расширились от ужаса. Сердце бешено забилось, перехватило дыхание. Собрав в кулак все свое мужество, я приподнялся на кровати и огляделся. Никого. По крайней мере, насколько можно было судить в тусклом свете фонарей с улицы. Ради самоуспокоения я встал и включил свет. Плюс квартиры-студии в том, что в ней не так уж много укромных уголков, где можно спрятаться. Я посмотрел на кухне, заглянул под кровать, проверил ванную и не нашел никаких признаков постороннего присутствия, пока не взглянул на вешалку у двери. Я предпочитаю черный цвет, поэтому не сразу заметил подвох. На вешалке красовалось чужое длиннополое пальто и черный цилиндр. А когда я посмотрел на пол и увидел большие перепачканные грязью черные ботинки, меня затрясло от ужаса. «Эй!» – крикнул я в пустоту комнаты. Тишина. Конечно, я позвонил в полицию. Они обшарили каждый угол, но не нашли никаких свидетельств постороннего присутствия. Когда они прибыли, пальто и обувь исчезли, оставив только грязные следы на полу. Полиция ничем не смогла мне помочь. Возможно, они решили, что я под кайфом или нездоров, но все кончилось тем, что они ушли, а я снова остался один. Часть меня задавалась вопросом, а не приснилось ли мне это? Может быть, я просто перепутал пальто с одним из своих, но пришлось признать, что я просто обманываю себя. Кто-то посетил меня, и я сам виноват, потому что оставил стул пустым. В поисках решения этой неприятной проблемы я наткнулся на гениальный вариант. На следующий вечер я нагромоздил на злосчастный стул такую кипу вещей, чтобы никто даже и не подумал бы присесть. Казалось, что это решит все проблемы, учитывая то нелепое суеверное правило,
которому я пытался следовать. Но я не учел одного. Если облажался однажды, пути назад больше не было. Именно это и случилось с Билли. В первую ночь начинаешь во всем сомневаться. Не можешь заставить себя поверить, что в старой присказке действительно может быть доля правды. Да и как такое вообще может произойти? И превращаешься в законченного параноика. На следующую ночь я был уверен, что все сработает, по крайней мере в какой-то степени. Страх снедал меня, но я надеялся на решение. На стуле громоздились стопки книг и одежда, и, поворочившись пару часов, я наконец заснул. Вам не понять эффекта, который гость оказывает на разум. Он вгрызается в него. Стоит однажды пригласить его остаться, и он будет возвращаться каждую ночь. Неважно, куда вы попробуете сбежать. Будете ли вы спать или нет, это не прекратится. До тех пор, пока ваш разум больше не сможет этого выносить. Я знал это. Я слышал все эти поучительные истории, просто никогда на самом деле не верил, что мы и вправду прокляты. Во вторую ночь меня разбудил шепот. Слова не имели смысла, но определенно были недобрыми. Чья-то рука гладила меня по лицу, но когда я открыл глаза, никого не было. На следующий день я уже подумывал переночевать у друзей, но побоялся навлечь на них ту же участь, если вдруг гость решит последовать за мной. Однако дома оставаться я тоже не мог, так что решил снять номер в отеле. В ту ночь я проснулся от глухого смеха, бесконечного, не прекращающегося до самого восхода солнца смеха. Я не спал несколько дней. Куда бы я ни подался, гость шел вместе со мной, грыз мой разум и порабощал волю. Шли дни, и шепот становился все более отчетливым, как будто меня затягивало за завесу, из-за которой он говорил, на ту сторону, где я смог бы понять смысл его слов. «Идем со мной. Никто не будет по тебе скучать. Выбор уже сделан». Вездесущий голос. Он нашептывал и смеялся, пока каждое мгновение моей жизни не потускнело. Я не ел, не спал, не чувствовал. Просто боялся, что если он потянет достаточно сильно, я не смогу вернуться. Совсем как Билли. Мы довольно суеверны. И всегда такими были. Мы живем хорошо и ладно, подчиняясь коллективному разуму, и он никогда не обманывает наши ожидания, пока мы следуем правилам. Я подумал об этом, когда все остальные мысли рассыпались в пыль. Подумал о том, что мне говорили с тех пор, как я был ребенком, о присказке, которая, быть может, сделает и вашу жизнь чуточку легче. Например, если гости никак не хотят уходить, немного соли, насыпанной в их обувь, сделает свое дело. Это было рискованно, но мне нечего было терять. А гость был достаточно любезен всегда оставлять свое пальто и ботинки у двери. Не знаю, надолго ли сработает эта уловка, но прошлой ночью я наконец-то заснул в одиночестве.